Приветствую всех на моем канале о плетении, вязании и просто о жизни. Сегодня я начинаю плести круглую бельевую корзину и хочу показать, как я ее делаю. Донышко фанерное, толщина фанеры 8 миллиметров, покрашена той же краской, которой я красила трубочки. О том, как я крашу трубочки, есть в предыдущем моем видео. Дальше. На этот раз я решила, что сразу буду прибивать две стоечки к фанере. И прибиты они степлером обычным. Расстояние между стоечками 3,5 сантиметра. Для того, чтобы удобно мне было поворачивать корзину во время плетения, я купила вот такой вот диск. Он продается в магазине спортивных товаров. Называется диск здоровья. Стоит недорого. Честно говоря, я не помню сколько, потому что покупала его давно, уже несколько лет назад. Но что-то вообще совсем недорого стоило. Даже, по-моему, и 1000 не стоило. Вот таким образом оно крутится. Немножко шумно, но меня устраивает. Узор для данной корзины выбрала хозяйка. В этом мы с ней полностью сошлись. Абсолютно простой такой стиль, минимализм. Я тоже люблю, для меня чем проще, тем лучше. Я подготовила инструменты рабочие, так сказать. Клей полимерный, у меня мастер клей. Дальше шила на всякий случай. Дальше у меня отверточка двухсторонняя вот такая. Зачем нужна отвертка, я сейчас покажу. Вот эти замечательный секатор, которыми мы все пользуемся, он все время выкручивается вот здесь. Я постоянно подкручиваю. Вот это единственный минус, который есть в этом секаторе. В остальном он, конечно, все замечательно. И маленькие ножнички. Ну и салфеточка или тряпочка, которую мы вытираем излишки клея. И еще я подготовила зубочистку. Вот такая она с зеленым кончиком. Для того, чтобы помечать начало ряда. Ну а теперь приступаю к плетению. Я низ буду делать валик из 3 трубочек. Веревочка из 3 трубочек. И сначала я вот что сделаю. Я вот так вот прижимаю краешки трубочек. И с любого места, вот допустим с этого, где я сейчас нахожусь, вот так вот наливаю клей. И приклеиваю трубочки. Можно, конечно, их просто вот сюда завести и приклеить, и плести. Но мне нравится больше вот такой способ, чтобы не было видно хвостиков моих трубочек. Поэтому я вот так вот приклеиваю. И вот оставляю на минутку-две для того, чтобы хорошо схватилось. Клей этот очень хороший. Что титан, что мастер клей, полимерный клей, он очень хорошо схватывается, очень хорошо держит. Поэтому достаточно буквально минутки-две для того, чтобы оно хорошенечко схватилось. Ничего сложного в плетении круглых корзин нет. Все предельно просто. Так что не бойтесь. Начинайте, плетите. Или со мной, или сами. Смотрите. Теперь я проверяю. Трубочки мои довольно-таки хорошо схватились, но я все равно придерживаю здесь, чтобы не оторвалось. И начинаю веревочку из 3 трубочек. Вот это место, где соединяются трубочки и фанера, нужно быть очень внимательным. Рабочей трубочкой прикрывать дырку между трубочками и фанерой. Просто вот так вот
аккуратненько пальцами придержать, и оно будет ляжет на свое место, и все. А, я забыла сказать, что отступаю от края фанеры, место, где прибиваются трубочки, примерно 6 миллиметров, 5-6 миллиметров, для того, чтобы рабочая трубочка ровненько легла вот так вот и закрыла место, где прибиваются трубочки. Вот так вот пальчиками прижала сюда, положила трубочку, подняла и завела сюда, чуть-чуть подтянуть. Вот так вот. Все, заканчивается моя трубочка, значит, я срезаю. Беру другую. Она немножечко приподнимается, вот эта косичка, но ее потом, когда будем плести следующие ряды, пальчиками придавить вот так, и оно все прикроется, ничего не будет особо видно тут. Ничего сложного нет. Немножечко внимания, терпения и усидчивости. И все получится. Как говорится, не боги горшки обжигают, а люди. Поэтому, если один научился делать, значит и другой тоже этому может спокойно научиться. Все время нужно подтягивать, чтобы было плотненько. И таким образом я дойду до конца ряда. Обычная веревочка из 3 трубочек. Потом, когда я буду следующие ряды, вот это место вот так вот я поплотнее сделаю. Ничего не будет видно. Я проплела нижний ряд. Конечно, можно здесь и побольше, если кому-то нравится круглый, прям круглый валик. Можно сделать 4, 5, кому как нравится. Я делаю веревочку в 3 трубочки. Итак, я проплела этот ряд. Вот эта стоечка, перед которой я начала плетение. Значит, я заканчивать буду самым простым способом. Точнее, не заканчивать, а закрывать ряд. Я обрезала заранее стоечки. Вот это первый. Значит, с предыдущего, перед первым, который идет, я подклеиваю сразу к своей веревочке. Следующая трубочка я подклеиваю также. Получается, что вторая трубочка у меня будет на стоечках, перед которым я начинала плетение. И третья рабочая стоечка также подклеиваю по ходу, прям по узору. Все. Вот видно, что ряд у меня закрыт. И все ровненько. Немножечко надо подержать. Вот и все. Первый ряд у меня сделан.
Теперь основную часть плетения можно начинать там же, где мы начали первый ряд, а можно с любого места. Я вот, допустим, вот начну, ну, вот отсюда. Я вставляю свою зубочистку вот сюда, вот прям вот так вот. И я буду знать, что это у меня начало плетения. Дальше я буду продолжать обычным ситцем. Трубочку я вот так вот подклею. Проплету так один ряд. Посмотрю, какое четное или нечетное количество получится у меня. По-моему, у меня четное количество получилось стоечек. Если четное, то буду плести вдогонку. Если нечетные, то буду плести просто по кругу, по диагонали. И затем я вставлю форму. Итак, я прошла рядочек, оказалось, что у меня нечетное количество. Значит, я продолжаю плести по узору дальше. Вот место, с которого я начала. И вот так вот у меня дальше идет. Если у вас получилось четное количество стоечек, то дополнительную трубочку подклеиваете рядышком. Вот отсюда я начала, значит, здесь. И плетете вдогонку. Сначала один ряд, потом второй, один, второй. Это все легко, когда начинаешь делать, все сразу видно. Я проплела рядочек, и сейчас я буду вставлять форму. Да, если у вас не хотят стоять ровненько стоечки, то у меня есть видео на канале, что нужно делать, чтобы стоечки стояли ровно. По-моему, оно так и называется. О том, какая у меня форма, у меня тоже есть видео на канале, но я сейчас покажу еще раз. Форма у меня сделана из металлической сетки. Вот так она выглядит. Ячейка, так вот покажу, вот. Ячейка 5 на 5 сантиметров, высота 50 сантиметров, и я брала 1,5 метра. Они продаются в строительных магазинах и в магазинах для растений. Мир садовода, или как-то вот так вот у нас называется. Ну, в общем, она везде есть. Теперь я буду вот так вот ровненько ее по размеру моей корзины, по размеру донышка. И вот эти места, где вот она состыковать мне нужно, я просто проволочкой вот так вот скручу. Но сейчас я сделаю, мне одной неудобно это все, я сделаю и покажу, как я сделаю. Вот так я сейчас свяжу, а потом, когда мне нужно будет доставать, я просто разрежу. Кусочки я забираю внутрь, и сверху я тоже еще один разочек такой же узелочек завяжу сюда. С другой стороны нашлась вот такая вот проволочка, которую стягивают обычно, когда покупаешь всякие провода. Вот ей даже еще удобнее. Но поскольку она у меня одна, то я вот обхожусь ниточками. Сейчас я еще завяжу, и в общем моя форма готова. Так вот я подготовила свою форму. Здесь проволочкой, здесь фокусирует на компьютере. Что ты не хочешь? Ну, в общем, понятно, веревочкой я. И на втором конце точно так же. Очень удобно мне так делать. 1,5 метра мне хватает на корзину любого диаметра. Кроме того, так я проверяю, как у меня стоят стоечки. Так я проверяю, как у меня идут рядочки. Такую штучку я приладила, приспособила, скажем так, под форму. Такую проволоку мне очень удобно, очень нравится. Рекомендую всем.
Высота моей корзины должна быть 60 сантиметров. Значит, я проплету сантиметров 40-50 и подниму корзину на нужную мне высоту. Несколько квадратиков вот этих. Хорошо, что квадратики 5 сантиметров, то есть поднимаешь и видишь, сколько ты поднял. 5, 10, 15 сантиметров. Теперь, когда форма установлена, плести будет значительно проще. Я уже вижу, как стоят мои стоечки, и в случае чего я их подтягиваю так, как мне нужно. Вот здесь практически совпало. Здесь я уже вижу, что оно ровненько вот так. И когда я проплету первые 5 сантиметров, я буду видеть, насколько ровно лежат мои рядочки. Если я завалю немножечко, я их приподниму. Если они у меня вылезут выше вот это вот проволочки, я, значит, их опущу. Можно сказать, форма идет сразу с разметкой. Это очень удобно, на мой взгляд. Ну, я дальше продолжаю работу. Я буду плести ситцем. Тут уже дело вкуса, кому как нравится. Ну, в данном случае я поставлена в жесткие рамки, буду их соблюдать. На этом первую часть своего видео я заканчиваю. О том, как будет работа идти дальше, я покажу в следующих видео. На этом пока все. Если вам нравится, если вы будете плести вместе со мной такую корзину, подписывайтесь. Будем плести вместе.